XIX век окончательно сломил хребет Испанской империи. Некогда сияющая в своем безмерном богатстве, раскинувшись от Мадрида до Манилы и от Калифорнии до огненной земли, она затрещала по швам. Стоило только Французской республике, полыхающей пожаром революции, втянуть Испанию в свою сферу влияния в начале века. А затем дворец судьбы Европы Наполеон Бонапарт усадил на трон некогда Великой империи своего брата Жозефа. После этого Испанская империя, словно карточный домик, поэтапно начала рассыпаться под тяжестью своего собственного веса. 15 сентября 1821 года Совет провинции Гватемала провозгласил акт о независимости Центральной Америки, а уже в январе 1822 года Агустин I де Итурбиде и Арамбуру, тогда еще регент, но в совсем скором времени император Первой Мексиканской империи, запросил у хунты в Гватемале формального согласия на аннексию и включение Центральной Америки в состав Мексики. Хунта согласилась. Пока все идет довольно гладко, да? Но не тут-то было. Несмотря на согласие Гватемалы, немедленно после этого начинаются восстания в Коста-Рике, Никарагуа и Сан-Сальвадоре. И мексиканский солдат отправляется своим сапогом подавлять восстания и наводить, так сказать, порядок. Однако новорожденная Мексиканская империя оказалась неспособной к существованию. И вот наш карточный домик продолжает разрушаться. Агустин I отрекается, а военная экспедиция под командованием Висенте Фелисолы, за один год починившая только Сальвадор, прекращает наступление. Да и сам Висенте Фелисола объявляет, что теперь поддерживает центральноамериканский народ и созывает Центральноамериканский конгресс, который должен определить судьбу региона. К сожалению, доверие к Фелисоле даже после этого у делегатов Совета не прибавилось, и они потребовали отвести мексиканские войска с территории Центральной Америки, а командующему предписали покинуть Гватемалу. И уже после этого официально провозгласили о создании Соединенных Провинций Центральной Америки, СПЦА. Но вы же не думали, что костяшки домино на этом прекратят падать? У меня ощущение дежавю. И у меня. В апреле 1825 года первым президентом Федеральной Республики Центральной Америки стал Мануэль Хосе де Арсе и Фагуага. При нем стал разгораться конфликт между либералами и консерваторами. Это выдернуло из нашего карточного домика еще одну карту, что привело к СПЦА к трехлетней гражданской войне. 13 апреля 1829 года Мануэль Хосе Арсе был свергнут, но не сломлен. Продолжая сражаться за власть с новым президентом Франсиско Моросаном, в 1832 году он собрал военную экспедицию в Мексике и отправился в поход с целью вернуть свою власть, но не преуспел, и нашим новым героем становится Франсиско Моросан. А у него все те же проблемы. Консерваторы против либералов. К концу 1834 года его либеральные реформы настолько отвратили от него население, что на перевыборах в этом году он проиграл Хосе дель Валье. Жаль, что тот сразу после выборов скончался, так и не вступив в должность. А вот на новых выборах Моросану уже никто не смог бросить вызов, и он остался президентом на второй срок. Борясь с консерваторами, он перенес столицу в Сальвадор, и карточный домик продолжает рушиться. И тут мы наконец попадаем в спокойно умиротворенное местечко на западе Гватемалы. Населенный в основном коренными народами, край холодных высокогорий прекрасен своей уникальности. На протяжении всей колониальной эпохи эти горы выступали родиной многих восстаний коренных народов против испанской короны. И вот в самом начале 1838 года, на этот раз под своим собственным весом, начала обваливаться уже Федеральная Республика Центральной Америки. Интересно, до какого размера могут рассыпаться страны? Еще в 1936 году в кругах местных элит стали обсуждать возможность отделения от штата Гватемала с целью создать отдельный штат – Лос-Альтос, или Высоты на испанском. Теперь же, 2 февраля 1938-го, креольские представители Лос-Альтоса воспользовались правом на отделение и создали 6-й штат в составе Соединенных Провинций. Вообще, местные креолы еще с колониальных времен добивались автономии от гватемальских властей. Уже во времена войны испанцев за независимость наполеоновской Франции на Совете в Кадисе, который играл роль испанского правительства, представитель Лос-Альтоса потребовал автономии. С образованием же Соединенных Провинций Центральной Америки сепаратизм все укреплялся и укреплялся. А при президенте Моросане, лидере либеральных федералистов, обрел уже совсем значительную поддержку. СПЦА все сильнее поляризовывалась. Целые регионы принимали сторону либералов или консерваторов. Кецальтенанго, столица Лос-Альтоса, стала настоящим прибежищем для либералов всех мастей.
Ведя бурную деятельность по критике и дискредитации консервативного правительства Гватемалы, они спровоцировали широкое недовольство. Кроме того, Лос-Альтос был самым экономически состоятельным регионом в Гватемале, поэтому без него консерваторы лишались многих ресурсов. Консервативное правительство Гватемалы пыталось достичь мирного компромисса, но к 5 июня того же 1938 года Конгресс Центральноамериканской Федерации признал Лос-Альтос равным штатом в составе СПЦА, и это забило последний гвоздь в гроб возможности найти мирное решение. Надеюсь, вы заметили, что Федерация к этому моменту уже сама трещала по швам. Миру, который мы знали, скоро придет конец. За полгода до этого Рафаэль Каррера, командующий Народной армией, взял город Гватемала и низложил либерала и главу штата Мариано Гальвеса. Его победоносная армия прославилась такими лозунгами, как «Да здравствует религия» и «Долой еретиков-иностранцев», что вполне себе консервативно, да? Президент СПЦА Морасан не оставил это незамеченным и отправил в Гватемалу федеральные войска. Каррера потерпел несколько поражений и укрылся в горах, а войска президента освободили город Гватемала. Тогда еще казалось, что Лос-Альтосу ничего не угрожает. У президента Морасана было много причин для головной боли, поэтому практически сразу после этого он вместе со своими войсками отправился обратно в столицу Федерации, в Сан-Сальвадор. А Каррера снова спустился с гор. В сентябре он попробовал штурмом взять Гватемалу во второй раз, но был разбит. Тогда он двинулся на запад и осадил Кецальтенангу, столицу Лос-Альтоса, и вновь был разбит. Его взял в плен мексиканский генерал Агустин Гусман, командующий войск Лос-Альтоса. Казалось бы, пора уже давно его застрелить. Но президент Морасан придумал многоходовую схему. Собираясь начать наступление против другого консерватора, Франциско Феррера, выступавшего за независимость Гондураса и поэтому вторгнувшегося в регион Сальвадора, президент Морасан пытался найти поддержку у гватемальских крестьян для борьбы с вторгнувшимися в Сальвадор врагами. Поэтому он не нашел ничего лучше, чем назначить Карреру командующим военного округа города Митта на границе со штатом Сальвадор, но хотя бы не дал ему оружие. Зато Франциско Феррера оружие дать догадался. Передав 1000 единиц огнестрельного оружия, он заключил альянс с Каррерой против президента. К тому же командующий гватемальскими войсками Карлос Салазар Кастро пытался показать остаткам сил Карреры, что он хороший парень, и разобрал все укрепления в столице Гватемалы и проводил с ними переговоры, вместо того, чтобы окончательно разгромить. Ну и сложив А и Б, полученное оружие и остатки своих сил, Каррера 13 апреля 1839 года нанес неожиданный удар по Гватемала-Сити и сходу ее взял. Говорят, в ту ночь генерал Салазар в ночной рубашке прыгал по крышам домов, скрываясь от ворвавшихся в город солдат. Наш карточный домик уже почти сложился. На календаре 31 мая 1839 года. СПЦА бьется в предсмертных конвульсиях. Из состава Федерации последовательно вышли Никарагуа, Гондурас и Коста-Рика. Следуя примеру других штатов, Лос-Альтос объявил себя свободным, суверенным и независимым государством, а позже даже подписал договор с президентом Морасаном и правительством в Сальвадоре. В октябре 1939 года отношения между либералами Лос-Альтоса и Каррерой накалились настолько, что начали ходить слухи, что генерал Лос-Альтоса Агустин Гусман, да, тот самый, что разбил Карреру при Кецальтенангу, собирает армию вторжения для присоединения теперь уже Гватемалы к Лос-Альтосу. 18 декабря 1839 года представители Лос-Альтоса вызывают Гватемалу и приглашают подписать соглашение о мире и дружбе в обмен на возврат Гватемале оружия, конфискованного Гусманом у Карреры после битвы при Кецальтенангу. А пока предложение рассматривается, Каррера публикует прокламацию, призывающую коренные народы Лос-Альтоса к восстанию, и это приводит к восстанию. Вот настолько либералы надоели местным крестьянам. Используя восстание, Каррера через месяц торгается для защиты умоляющих о спасении коренных жителей от притеснений кецальтекских либералов. 22 января Лос-Альтос в ответ на это объявил Гватемале войну. Всего через 3 дня после этого две армии сошлись на поле боя в Салала, где Каррера наголову разбивает Гусмана, а 28 января в еще одной битве терпит поражение другая часть армии Лос-Альтоса. Каррера во главе 2000-й армии триумфально вступает в Кецальтенанго. Огромная толпа встречает его как освободителя. И тут бы наша история закончится. Но Каррера тоже, видимо, был еще тем мастером многоходовок.
Желая прослыть хорошим правителем, он лично сообщил каждому члену Креольского совета Лос-Альтоса, что был добр к ним, ведь они бросили ему вызов впервые. Но если кто-то бросит ему второй вызов, пожалеет. И все свободны. Лишь президент республики генерал Гусман был отправлен в Гватемалу и там проведен на параде как военный трофей. Генерал Гусман на параде, истекая кровью, ехал верхом на муле, закованными в кандалы руками. И вот предпоследняя карта выпадает из нашего пазла. Президент СПЦА Морасан в ответ на это в марте 1940 года снова вторгается в Гватемалу. Снова берет ее столицу, город Гватемала. Первым же делом освобождает Гусмана и отправляет его в Кецальтенанго. А в этот момент оказывается, что Каррера лишь прикинулся, что оставил город. Внезапная контратака и войска СПЦА уничтожены, а Морасан бежит назад к Сальвадору, где его уже низложили с поста президента Федерации. Гусман, даже не зная об этом, возвращается с благими вестями о победе либералов в Гватемале. Креольский совет, недолго думая, объявляет о повторном создании штата Лос-Альтос. А что Каррера? На этот раз он не будет мелочиться. Гватемальские солдаты отправляются в Кецальтенанго и без боя берут его. Члены Креольского совета бросаются в рассыпную, а некоторые из них даже хотят отменить постановление о независимости Лос-Альтоса, но на этот раз Каррера не продешевил и просто приказал их всех расстрелять. Из Лос-Альтоса по итогам карательной операции было вывезено все, что было плохо прибито: музыкальные инструменты, печатные станки и многое другое. Таким образом, после 2 неудачных попыток навсегда на покой отправилась республика Лос-Альтос. Хотя нет. Что? Опять? В 1948 году в Гватемале либералам удалось добиться ухода Рафаэля Каррера от власти, а в Кецальтенанго была образована республика Лос-Альтос, на этот раз президентом Агустином Гусманом. Так, мне начинает казаться, что все это уже было. Да ты шо? Но на этот раз Лос-Альтос спал, когда президент Гусман отправился на переговоры с либеральным президентом Гватемалы Мариано Паредосом. Каррера просто вступил в Кецальтенанго и в 3-й раз закончил жизнь республики. После этого президент Гватемалы посчитал, что мастер камбэков Каррера слишком силен и не стал вести с ним войны. Особенно этому поспособствовало то, что на сторону Карреры перешел главнокомандующий армией Гватемалы, назначенный только что. Смертельный приговор Карреры был отменен, а сам он назначен главнокомандующим армией. Так Каррера триумфально вернулся в Гватемалу-Сити в 3-й, 4-й раз, или какой там раз. Боже мой, да всем! А 6-й штат, государство высот Лос-Альтос, навсегда теперь уже отправилось в небытие. И теперь уже только Кецаль, прекрасная красно-зеленая птичка, в честь которой был назван город Кецальтенанго, напоминает нам об этом государстве, взирая на нас с одноименной гватемальской монеты. И остается закрыть лишь одно небольшое дельце. Нам нужен человек. Благо тут в людях нет недостатка. Но кого же выбрать? Да хотя все просто. Встречайте, Агустин Гусман. Первое. Не вполне известно, когда родился и кем были его родители. Второе. Был военнослужащим в армии Мексиканской империи и в составе той самой армии Висенте Фелисела пришел усмирять непокорную Центральную Америку. Третье. После ухода мексиканцев решил остаться и поселился в Кецальтенанго. Четвертое. После провозглашения Лос-Альтоса становится главнокомандующим ее армией. Пятое. Затем громит войска Карреры при Кецальтенанго и становится героем дня. Шестое. Говорят, что собирал армию в городе Салала, чтобы взять Гватемалу после возвращения Карреры. Объявил еще одну войну Каррере, и близ все того же города Салала был разбит. Восьмое. Его провезли на муле как военный трофей. Девятое. Его освободил из тюрьмы президент СПЦА буквально за несколько часов до своего последнего разгрома гватемальскими войсками. Десятое. Провозгласил вторую республику Лос-Альтос, которая очень быстро была сметена с лица земли. 11. Через 8 лет при очередном кризисе стал временным президентом Третьей республики Лос-Альтос. 12. Бежал в Сальвадор и там назвал себя преемником президента Морасана, который будет бороться с дикарем Каррерой, пока у него есть силы. 13. Собрал отряд повстанцев и вернулся в Гватемалу, где после нескольких успехов совершил поджог дома Карреры, после чего попал в засаду и был смертельно ранен выстрелом из пушки. Такова непростая судьба Агустина Гусмана и неразрывно связанной с ним республики высот Лос-Альтос.